Ну, то есть вот сейчас идут всякие прогнозы, как бы там, да, и что мир исключен в 2025 году, или перемирие там в том или ином формате. Вот в твоем понимании, 25-й год, это будет год, когда, ну, собственно говоря, вот как один из моих знакомых блогеров написал, что если в 24 году мы все учились принимать реальность такой, какой она есть, то 25-й год должен стать годом, когда мы начнем с реальностью работать. И что вот приведение к реальности, оно в принципе закончится перемирием, ну, на 100%. То есть вот вероятность перемирия в твоем понимании, как 100% или не 100%? Ну, я могу сказать так, что первое, плохо учились, потому что масса, по крайней мере, говорящих голов, блогеры, я не знаю, кого ты имеешь в виду, но вот очень много лидеров общественного мнения, они как раз продолжают топить печку, которая давно уже была в противоположном направлении, по течению. Что вот, значит, мы будем бороться, победим, развал Российской Федерации, весь этот трэш и бред, который не сдадимся и прочее, который, как бы, ну, понятно для чего существует, с подачи кого он существует. Все той же власти. Кульминацией чего стало вот это уважаемого Дмитрия Ильича, да, то, что он исполнил на Новый год. Теперь, как бы, что касается, там очень далеко еще до принятия реальности. Принятие реальности будет, когда все заговорят то, о чем мы говорим с тобой больше года уже, начиная с нашего корейского варианта, помнишь, который мы взялись обсуждать? Вот это я поверю, что люди начали принимать реальность. А покуда это до сих пор клеймится, просто хладнокровное рассмотрение возможных вариантов, клеймится как страшная зрада, это не принятие реальности. Это все та же и очень скучная, мелкая идеологическая борьба, которая характерна украинской общественной и политической жизни, к сожалению. Что касается перемирия, Трамп сделает все, чтобы перемирие наступило. У него огромные возможности, огромные рычаги. Вопрос, да, Россия готова, Америка готова, готовы все, кроме нас. Те действия, которые мы предпринимаем сегодня против нефтепровода «Дружба», удары по российской территории в глубину и так далее, и так далее. Вы смотрите, я приведу вам метафору. Очень многие говорят, так это же война, надо бить, это способствует России, переговорам с Россией, чтобы Россия двигалась в переговорную позицию. Но представьте себе, что вы ссорились с соседом 5 лет. И доходило до заливаний взаимных, специальных, там, не знаю, подкладывания гнилых яиц, там, драках в подъезде, все прочее, прочее. Ссорилась ваша жена, дети. Наконец-то вы решили помириться. Папа Римский взялся посредником, или вы одумались, совесть, там, луч с неба упал, и вы решили помириться. Вы садитесь за новогодний стол и решаете, что вот с 0 часов у вас полный мир. А сейчас без 20. Сейчас 23, например, 41. Еще ж 19 минут войны, и вы начинаете херачить его тарелкой с бутербродами по голове, заливать за шиворот шампанское, да, и запихивать, да, и мордой в киевский торт. И вам говорят, простите секунду, случившийся здесь же Папа Римский, который взялся вас помирить, или ангел с небес говорит, а зачем вы это делаете? Через 19 минут же мир. Все же уже договорились. И вы говорите, подождите, так война же продолжается. Я ему помогаю создать более качественную переговорную позицию. Он же дурак, он же не понимает, что ему нужна хорошая переговорная позиция. Поэтому, да, нужно залить ему шампанское за шиворот и выбить зубы бутылкой. Да, еще пописать его розочкой, понимаете. Да, вот он будет тогда более сговорчивый. Вот скажите, вы всерьез об этом сейчас говорите? Защитники точки зрения, что когда мы лупим по России вдоль и поперек, перед тем, как вот уже 20 дней, там сколько до инаугурации, когда нас начнут так отчаянно мирить, мы делаем хорошо для этих переговоров. Леш, Или да, напомнить вам заявление прессы, что в июне еще договорились с Россией, что они будут наносить глубокие удары, и почему-то 67 дней никто по нам не бил. 67 дней. Но мы за это время успели впереться в Курскую область, немножко пострелять в глубину, потом удивляемся, а что по нам прилетает? Как же так? Подумайте на эту тему, как так? Что война могла бы начаться не с подъема максимальной эскалации секунды, а с деэскалации постепенно, начиная с прекращения ударов в глубину территории по ключевым объектам. Я уже не говорю, что будет, если нефть перестанет идти к нашим ближайшим союзникам или партнерам Чехии и Польши, а именно туда несет свои широкие воды в нефтепровод «Дружба». Ну, поэтому мне все это... Леш, ну смотри, параллельно же россияне, они тоже усиливают давление там на Покровском направлении, там, ну, по всему периметру, там они под Запорожьем там они давят там, и так далее. То есть они же пытаются... Смотри, я в твоей логике вот просто пытаюсь двигаться. Когда ты говоришь, что за 19 минут до перемирия там, вот мы там усиливаем давление, так они тоже усиливают давление, потому что для них это возможность зафиксировать некий статус-кво, более выгодный для них, там, попытаться забрать то же самое Покровск там, или что-то в таком ключе. Это очень разные вещи. Удары по стратегической инфраструктуре, от которой зависит благополучие многих стран Евросоюза, в данном случае нефтепровод «Дружба».
Это же задевается не только интересы России, это интересы наших ближайших партнеров, Польши, Чехии и так далее. Те, кто питается с этого нефтепровода, у них возникают реальные экономические проблемы. В связи, если нефть остановится, реально, как у Фица сейчас с газом, например, и так далее. Поэтому как бы это надо, насколько продумано, насколько это уведомлены наши партнеры, даже Польша и Чехия, которые больше за нас, особенно Чехия, чем сами за себя. Я не убежден, скажем так мягко, что их даже предупредили о том, что послезавтра они могут остаться без нефти под Новый годик, да, что это одностороннее, либо двух-трехстороннее решение там, с нашими большими союзниками там, или партнерами и так далее. А вот таких всяких Чехии и Польшу даже не предупредили наши великие стратеги. А во-вторых, что такое движение на земле? Линия размежевания, по которой становится прекратиться огонь, это самая подвижная вещь в мире. Сегодня или завтра те или иные решения. Мы ушли из-под Курска, они ушли из-под Покровска, мы вернули себе шахту. Как бы и так далее, и так далее. Это все очень динамичные вещи. А влупить нефтепровод, который создавался и стоит десятки миллиардов долларов, создавался не один год могучей машиной Советского Союза, и который восстанавливать потом неизвестно как, это совсем другая цена вопроса, чья будет посадка возле Покровска, наша, их или в серой зоне, или мы обратно отдадим. Поэтому это несопоставимые вещи. Это как подрыв северных потоков. Авдеевку можно разрушить, Авдеевку можно отдать обратно, Авдеевку можно даже заново выстроить. А вот северные потоки это сломали хребет немецкой экономики. И разворачивают Германию и Европу совершенно в особое направление, которое далеко, скажем так, не очевидно, что нам понравится с вами. Особенно тем, кто принимал решение об этом. Почему для Украины плохо более пристегнутая к Америке Германия, чем Германия, которая имеет хребет экономические как бы взаимосвязи с Россией? Германия не спешит пристегиваться к Америке. В Германии сильные и у правых, и у левых очень сильные и сильнее, все сильнее антиамериканские настроения. Вот я был в Германии не далее, как 3 дня назад. Общался там с приличными людьми. Значит, у них же выборы 23 февраля. У них очень сильно поднимаются на антиамериканских лозунгах, на независимость от Америки, на выхода. Немцы называют Германию не независимой страной, зависимой страной. Причем это и левая, и правая. АДГ и наша Сара любимая. Так вот, как бы там происходят многие неоднозначные процессы и у левых, и у правых Германии и вообще Европы. Я к чему хочу сказать, что вот за этим залихватским эмоциональным, а давайте разрушим им все, поломаем все вещи, убьем солдат противника, существуют 2 вещи. Первое. Это, мягко говоря, противоречит Венской и Копенгагенской дипломатической конвенции, которую ратифицировала Украина, и где прямо сказано, как и Россия, что когда стороны сходятся в переговоры, либо ведут переговоры, нельзя предпринимать действия, противоречащие предмету переговоров, то есть установлению чего и самим фактам переговоров, заключению перемирия. Пусть даже при посредниках, пусть даже через двойной ультиматум, но мы же сами, наша власть декларирует, что 25-й год должен стать годом мира. Россию приглашают на 2-й саммит мира. И тут же выливают им за шиворот там шампанское и бьют тарелкой с оливье по голове. Вот скажите, это логичное действие или нелогичное? Я к нашим зрителям обращаюсь. Это первое. Второе. Наши залихватские действия не учитывают реальных настроений в США и Европе. В Соединенных Штатах пришла администрация, большинство членов которых очень специфически относятся к украинскому вопросу. Это мягко сказано. Очень мягко сказано. Очень специфически относятся к европейскому вопросу. В Европе свои тенденции, правый разворот, одновременно поднимаются левые, растут крайние тенденции. Парламент вполне может получить немецкий хороший Бундестаг, хорошую долю крайних партий, крайне левых и крайне правых, которые тоже, мягко говоря, к украинскому вопросу относятся очень неоднозначно. Что мы делаем? Мы начинаем раскачивать эту лодку еще больше. У нас нет стратегического расчета. Мы всегда видим часть циферблата, но не хотим видеть весь циферблат целиком и последствия, стоящие за циферблатом. В этом проблема. У нас очень низкий уровень государственного планирования стратегического. Он больше похож на скороспелое, непродуманное и очень эмоциональное решение. Это по самой мягкой оценке. А по самой крупной оценке, моя оценка такова, моя гипотеза такова, что мы отчаянно и старательно срываем возможное перемирие. Не мы, а наша власть, опираясь на некоторую часть общества. Что декларируется одно, что 25-й должен стать годом мира, в обращении говорится, что украинцы пусть 25-й будет миром и так далее, и так далее. А на деле все делается наоборот, нашими стратегами, чтобы никакого мира не наступило и как можно дольше.